Здравствуйте! Вы на канале «Откровенно науки». И сегодня я хочу рассказать вам историю, которая началась еще в школьные годы и привела меня к одному из самых удивительных откровений в моей научной жизни. Когда я училась в школе, нас учили гравитации через закон всемирного тяготения Ньютона. Я решала сотни задач, чувствовала себя уверенно. Все было понятно, логично, физично. В университете то же самое. Все та же сила тяготения, все те же формулы, только задачи чуть сложнее. Немного специальной теории относительности уже под конец курса механики. И на этом мое знакомство с гравитацией, казалось, завершилось. По крайней мере, так думала я, выпускница физического факультета университета. И вдруг, уже после получения диплома, я узнаю вещь, от которой мне сначала было не по себе. Существует вторая гравитация – гравитация Эйнштейна. И она не просто отличается, она отменяет гравитацию Ньютона. По Ньютону гравитация – это сила. По Эйнштейну силы нет. Вообще нет. Ничто ничего не тянет. Ничто ни на что не действует. Вместо силы – искривление пространства-времени. Я помню свое удивление. Как это так? Сила, которая держит Луну, планеты, галактики, вдруг превратилась в хитросплетение очень сложной Римановой геометрии. Почему вдруг произошел такой кульбит? Сразу скажу, это тема, о которой ученые молчат. Не потому, что она сложная, она просто неудобная. То, как объясняют гравитацию школьникам, студентам университетов, инженерам, и то, как они говорят физики-теоретики. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Эти два объяснения не просто разные, они противоречат друг другу. Итак, в школе и университете нас учат, что гравитация – это сила. Тела притягиваются друг к другу. Масса действует на массу. Есть ускорение, энергия, работа. Все прекрасно, понятно, логично. Этими знаниями человечество пользуется уже 300 лет. От расчета мостов до космических миссий. А теперь вторая версия. Физики-теоретики говорят, гравитации нет, это не сила, это кривизна пространства. Масса вообще ничего не притягивает, она только изменяет геометрию пространства. Так в чем же дело? Почему школьная физика одна, а профессиональная другая? И как так получилось, что самое фундаментальное явление природы имеет два несовместимых объяснения? Почему Эйнштейн вообще пошел на такой радикальный шаг и придумал геометрическую гравитацию? Дело в том, что он решал реальные проблемы теории Ньютона. Проблема номер 1 – мгновенное действие. По Ньютону гравитация действует сразу. Солнце исчезнет, Земля узнает об этом мгновенно. Но мгновенных взаимодействий в природе нет. Скорость света – предел. Проблема номер 2. Свет отклоняется в гравитации. Но, как считают некоторые теоретики, у фотона нет массы. С какой стати сила действует на то, у чего нет массы? Проблема номер 3. Многие физики, включая Эйнштейна и Эддингтона, считают ее главной проблемой. Масса тела зависит от ее скорости. И если масса не постоянна, то закон Ньютона будет неопределен. И Эйнштейн сделал смелый и одновременно рискованный шаг. Он убрал силу как явление. Массы больше ничего не притягивают. Они лишь изгибают пространство-время. Тела и свет двигаются по этим изгибам. Никакой силы тяготения нет. Все лишь геометрия. Красиво? Ну да. Математически элегантно? Безусловно. Но у этой красоты есть темная сторона. Физика исчезает. Геометрия не создает силой. Геометрия не делает работу. Геометрия не объясняет, почему вещи падают. Она только описывает линии, по которым они движутся. Мы чувствуем вес, но согласно общей относительности никакой силы нет.
противоречие не исчезло, оно стало глубже. Тогда возникает главный вопрос. Если Эйнштейнова версия такая правильная, почему же в школе продолжают учить только Ньютона? Ответ простой. Первое. Она работает. В 99% задач ракеты, спутники, мосты, орбиты – все замечательно. Инженерия живет по Ньютону. Второе. Общая относительность слишком сложная. Тензоры, Риманова геометрия, кривизна – это невозможно объяснить школьнику. Да и студентам почти невозможно. Третье. Интуиция против. Человек чувствует вес, чувствует силу. Сила реальна. А в общей относительности говорят, никакой силы нет. Просто пространство странно гнется. Но это невозможно объяснить человеку, который держит яблоко в руках и чувствует вес. Он чувствует силу, а не искривление. Если бы в школе объяснили модель Эйнштейна, любой школьник спросил бы, а что же тогда притягивает тела друг к другу? И преподавателю нечего было бы ответить. Поэтому все молчат. Это не заговор. Это внутренний конфликт физики. Физики прекрасно знают, что Ньютон – это сила, Эйнштейн – геометрия. Эти две картины несовместимы. И вместо того, чтобы признать проблему честно, система предпочитает объяснять. Это просто разные описания одного и того же. Но это неправда. Одно описание силы, другое отсутствие силы. Не может быть одновременно и присутствие силы, и ее же отсутствие. Или то, или другое. Оба сразу невозможно. Это как говорить одновременно огонь горячий и огонь холодный, просто в разных приближениях. Но так не бывает. Зачем я об этом говорю? Потому что научное развитие невозможно без честности. Мы должны понимать, что гравитация – это физическое влияние, которое связывает тела по всей Вселенной. И если это влияние по ошибке объявили кривизной геометрии, то это значит, что мы перестали искать настоящий физический механизм, заменили физику математической поэзией и застряли в красивой, но противоречивой картине. Чтобы двигаться дальше в фундаментальной физике, нам нужно начать говорить об этом открыто. Именно сейчас, именно честно и без страха. Когда физика перестает видеть реальность, ее пора менять. И гравитация как раз этот случай. Знаете, мы только коснулись поверхности. Тема гравитации – это как айсберг. Сверху все гладко, привычно, по-ньютоновски уютно. А под водой невероятная глубина, подводные течения, противоречия, скрытые допущения и то, что в учебниках аккуратно обходят стороной. Я еще неоднократно вернусь к этой теме в своих следующих видео. И поверьте, дальше будет только интереснее. Я расскажу о вещах, о которых вы не услышите ни в школьном курсе физики, ни в одной университетской программе. Вы увидите, как гравитация ведет себя вблизи сильных полей, как она влияет на свет, время, энергию и почему именно честный взгляд на нее открывает путь к совершенно новой правильной физике. Мы будем разбирать то, что принято замалчивать. Мы будем трогать руками те вопросы, которые боятся касаться даже многие профессиональные физики. И обещаю вам, будет жарко, будет увлекательно, и, возможно, вы впервые увидите гравитацию такой, какая она есть, без прикрас, без мифологии, без красивых геометрических эвфемизмов. Так что, если вам понравился этот разговор и вы хотите узнать больше, оставайтесь со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди потрясающие вещи. Мы только начинаем.